Мечты о звездах сбываются с отечественной космонавтикой. Эта космическая история началась в 20-м столетии, и в нашем веке у нее глобальные перспективы. Непрофессиональные космонавты, космические туристы, земляне из разных стран, летящие к своей мечте на орбиту, на российских космических кораблях. Космические скорости, космический комфорт, космическая надежность. 1990 декабрь. С космодрома Байконур стартует корабль «Союз ТМ-11» вместе с командиром Виктором Афанасьевым и бортинженером Мусой Манаровым. В качестве космонавта-исследователя в космос отправляется журналист из Японии Тоехиро Акияма. Почти 8 суток работ с прямые репортажи, телеуроки, эксперименты с японскими древесными лягушками. 1991 май. На корабле «Союз ТМ-12» вместе с космонавтом Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалевым полетела к звездам 28-летняя британка Хелен Шарман, работавшая химиком-технологом кондитерской компании. 2001. Начало эры настоящего большого космического туризма. Деннис Тита платит по контракту Space Adventures $20 миллионов и летит на МКС на корабле «Союз ТМ-32» вместе с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным. 60-летний миллионер был счастлив: «Я парил как ангел, глядя вниз на Землю». 2002. На корабле «Союз ТМ-34» вместе с профессиональными космонавтами Юрием Гидзенко и итальянцем Роберто Виттори на МКС отправляется 28-летний бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, заплативший за 8-дневное космическое путешествие почти $20 миллионов. 2005. На корабле «Союз ТМА-7» вместе с космонавтом Валерием Токаревым и астронавтом Уильямом МакАртуром на орбиту полетел 60-летний инженер и предприниматель из США Грегори Олсон. Почти 10 суток в космосе. 2006. Международную космическую станцию посетила турист-женщина, американка иранского происхождения Ануше Ансари. В экипаже корабля «Союз ТМА-9» компанию красавицы составили российский космонавт Михаил Тюрин и астронавт НАСА Майкл Лопес Алегрия. 8 дней на МКС, и Ануше стала первым блогером в истории космонавтики. 2007. С российскими космонавтами Федором Юрчихиным и Олегом Котовым на корабле «Союз ТМА-10» на МКС отправляется американский предприниматель Чарльз Симони. Этот же человек на корабле «Союз ТМА-14» вместе с российским космонавтом Геннадием Падалко и астронавтом НАСА Майклом Барреттом снова летит к звездам уже в 2009. Суммарная продолжительность полетов Чарльза Симони почти 27 земных суток. В 2008 в космосе побывал американский миллионер, разработчик компьютерных игр Ричард Герриот. На МКС он стартовал в октябре 2008 года на корабле «Союз ТМА-13» вместе с российским космонавтом Юрием Лончаковым и астронавтом НАСА Майклом Финком. В сентябре 2009 года на корабле «Союз ТМА-16» вместе с космонавтом Максимом Сураевым и астронавтом Джеффри Уильямсом на орбиту на 11 суток полетел основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте. 2021. Впервые в истории вдвоем к своей звездной мечте летят Юсаку Маэзава и Йозо Хирана, первые космические туристы из Японии. Впечатлениями о полете они хотят поделиться со всем миром. Командир уникального космического экипажа, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Маршрут Земля-МКС самый интересный и перспективный для тех, кто мечтает о звездах.